поможешь человеку в беде. Две ладьи пристали к побережью. На берег Жизнь среди живых лишь мгновение. В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Ох, такая молодая. Пусть бы Бирна пошла, они дольше ложа делили. Тихо. Она так решила. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тиршах собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты знала Брана? Да, его очень уважали. В отличие от его жены. Кланы суть скеллиги. По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэр-Трольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря и не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала.
Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Цири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы 3 ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнениях. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк, Приветствую тебя, Крах. нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал.
Ты поможешь человеку в беде. Прости, что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае, до встречи. Сейчас усну. Не ищешь ли работы? У нас тут неприятности с Мюрдьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на Большой Земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьяблен напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Пока я не могу этим заняться, может, позже. Они на скалы фонариста, а потом не жри, разбитый столько. Интересно, Это еще почему? И как выглядит? Если в живот мечом получишь, и вся эта селедка с кишками перемешается, тебя уж точно не спасут. Фольнер верно говорит. Перед походом нельзя ни пить много, ни есть. Зато потом сколько влезет. Две ладьи пристали. Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Покажи свои товары. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру.
Бессонная ночка, а? Бран из Я рода за тобой Кирша. слежу. Мужественный наш конунг. Велика эта потеря для всех нас. И пусть всякий знает, без тебя уже ничего не будет прежним. Потому мы отдаем тебе волосы, знак мужества. Ибо ты воплощал мужество наших островов. Наши головы останутся. Привет. Море с утра спокойное, будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. У меня чего попало не увидишь. Будь здоров. Заглядывай. Пусть твой топор никогда не затупится. Но кто со мной вы? Мы свои вопросы решаем сами. Приветствую, я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком? Знаю. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Нравится мне здесь. Еще бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крыше. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему оно называется Новый порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Чем это у вас так вкусно пахнет? По правде сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, партию в Гвинт? От Гвинта я никогда не отказываюсь.
Еще один герой. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Мегаскоп. Я смотрю, она без него никуда. Как говорила Филиппа Эйльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тесаи Деврие. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником.
Видно, вкусы у нее Чучело не единорога. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала, как всегда. Черная и белая. Говорят, седая инка не дала познать то, что ждет. Какой-то ты с лица нездоровый. Бессонная ночка, а? Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Сиськи Фрей! Бессонная ночка, а? Говорят, Лугас к войне готовится. Да не с черными, а с нами. Если он нарушит договор. Но вчера мы наделали дел. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? И вовсе хорошо управились. Распороли ему брюхо. Кишки вытянули и пустили вокруг дерева бегать, пока не кончатся. Кишки, значится. Но вчера мы наделали дел. Можно разве что в зубах ковырять. Вор! Вот это да! Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Набили эти звуки, сжигали деревень. И даже по моему Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах – фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Представишь меня? Это мой друг Геральт. А это Бирна, вдова покойного Брана. Королева-мать. Приятно познакомиться, Геральт. Надеюсь, ты мне простишь, но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослепительна. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе.
Не люблю я ни пиры, ни похороны. Знаю. А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Пойдем, а то все перепьются, и разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Что вы привезли на прощальный пир? Хлеб, овечий сыр. А у нас полный... Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идет. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Кейс. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьор, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Геральт. А дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине, а тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт?
Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Пришли. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Покажи этой девке, где ее место. Покажи, на что ты способен, убийца-чудовищ. Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. И я проиграла. Лучше вернемся на Тризну. Давай. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Всякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Выпьем за Керес. Подайте меда и кубок. Собрано. Пусть ему всего хватает на том свете. Здоровья моей прекрасной спутницы. Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Конец обезумия. Может, это и тебе не стыдно? Стыдно? С чего вдруг? Королева должна уйти в последнее плавание с королем. Так велит обычай. Что ты узнал по внутренностям зверей? Боги не милостивы. Наши острова ждут. Я же издалека таких, как ты, узнаю. И тебя позади оставлю я, и себя позади оставлю я. По широкому помолу. Скажи мне, Лугас, зачем... Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это ярлы, Донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным — оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлеп. Назови меня еще раз долбошлепом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал. Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься.
решайте свои дела снаружи. А ты кто такой, чтобы давать мне советы? Тот, кто лучше тебя знает обычаи. Ты оскорбляешь память Брана и гостеприимство Краха. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая! Иди-ка, ведьма, мешать в котле и сводить чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Знаешь, Лугас, я ведь тоже в гробу видал священные законы гостеприимства. Ну, наконец, хоть какая-то веселуха. Меня от скуки уже блевать тянет. Иди сюда, приблуда. Покажи, из какого ты теста. Сдвигайте лавки, сейчас мордобой будет. Что, драться расхотелось? По морде бей! Пусть нахер зубами подавится! Покажите уже этому разъебаю, где его место! Под стол его! Ломи ему, отец! Не то я ему вломлю! Я вырву тебе яйца! Ну давай! И тебя позади оставлю я, и себя позади оставлю я. По широкому, по морю я уйду. Тебе не хватит? Ты меня ушатал. У меня все еще в зенках темно, а зала качается, как дырявая корыта. Мы в расчете. А теперь попроси прощения у госпожи. Не держи на меня зла, госпожа. Я чародеек уважаю. Слова против них дурного не скажу. Я не в обиде. Забудем об этом. И мордобой хороший я тоже уважаю. Это дело мужское. Дай лапу, ведьмак. Давай я ее пожму. Ведьмак, выпей со мной в знак того, что не держишь на меня обиды. И обязательно заезжай ко мне в гости. Йорант уже давно ноет, что надо бы пригласить ведьмака на зачарованный маяк. Поболтаешь с ним за кружечкой пива в таверне под Аринбьорном, а после зайдешь ко мне, и мы уж там догонимся чем покрепче. За нашу встречу. Хорошо. Охотно с тобой выпью. Охотно выпью в славной компании. Хочу напомнить, что нам предстоит обсуждать важные вещи. Для этого понадобится трезвый ум. Я помню. Если ты пьешь так же, как дерешься, может выйти славное веселье. Забрана! За ярла Лугаса Безумного и его безумие. Прости нас. Нам надо поговорить и с другими гостями Краха. За широким морем нет. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил. Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса. Разумеется, в свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал.
Шаги. Тсс, стражники. Спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит. Чиж пищит. Журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь воронов? Трудно их не заметить. Они шпионят для мышавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, мышавур очень любит живую природу. Выглядит как живой. В Каэр-Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Да. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Монстры. Я чувствую их. Они приближаются. Они повсюду. Ну? Сколько мне еще ждать? Странно. Пахнет грибами. Нет. Скорее так пахнет сохнущий на солнце аир.
одним меньше. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Урабороса должна быть здесь. Письмо с печатью Чудесный мир Машавура инсектоидов. друидом. Ритуальные растения. Он предупреждает их о тебе. Вот, пожалуйста, литературная биография Раймонда Марлёве. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов. Краснолюдский. Тройной выдержки. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись «Дяде Мышавуру». Это сделала Цири в детстве, когда он был... Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Череп ребенка? Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Похоже, Машавур кладет что-то в руку этой статуи. Осмотрюсь повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Шишка. Кто бы мог подумать? Это женский плод. Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Да. Попробуем еще раз. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. А что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем порой нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет.
Чувствую, маска будет в этом помещении. Геральт, иди сюда. Я нашла маску. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Это ловушка. Мы попались. Зараза. Ты напал не на ту чародейку. Отлично. Нехорошо. Когда я с тобой покончу, хоронить будет нечем. Геральт, ты чувствуешь? Понюхай. Это газ. Решетка по-прежнему закрыта. Надо что-то придумать и побыстрее. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Мой сын не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля.
Пусть победит лучший или лучшая. Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикерок. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керрис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду, и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует. Я бы запомнил такой шторм. Йеннифер считает, что аномалия на Артскеллиге связана с Цири. Мне так кажется. Когда я осмотрю это место, смогу сказать наверняка. Я видел, что там, и это ненормально. Друиды едва справились. Объясни мне, Йеннифер, как Цири могла вызвать такие разрушения? Это я и хотела бы узнать. Но покуда мышавур мне мешает, мы не узнаем ничего. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям, но сердце мышавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Артскеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Может, мне поговорить с мышавуром? Я сам с ним поговорю, а вы занимайтесь Цири. Найдите ее. Если что-то случилось с ней на Артскеллиге, здесь, под самым моим носом, я никогда себе этого не прощу. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд, передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удальрик не псих. Что его прокляли. Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удальрику. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами?
Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорох я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Хьялмар решил, что убить великана и отдать остров людям — поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот, думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому, вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Лугас Безумный скорее поддержит нильфгардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Если Хьялмару и Керес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Славный получился пир, Крах. До свидания. Ты чужак. Думай, куда идешь. Ты не Все нарывайся. сами решают Не свои то будешь вопросы. иметь дело со Если мной. только вопрос можно решить. Куда направляешься, путник? Новые неприятности. Путник? Это еще что? Ну, гравировка, украшение. Расплавишь клинок и откуешь заново. Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да,
Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в крепости Каэр-Трольде. Это все знают. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись. Не спеши. С удовольствием взгляну на товары. Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хьялмар, ясное дело. Он отважный, щедрый, в его жилах кровь Краха. Нет лучшего претендента. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Я хочу сыграть в карты.
это еще что? Ну, гравировка, украшение. Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Хьялм! Ну, в чем дело? Два клана на одном острове. Непростое должно быть соседство. Сосед — это тот, кто живет рядом с тобой, а не тот, кто занял половину твоего дома. Анкрайты захватили наши земли. Во времена Харальда Хромого, 300 лет тому назад. Что не оправдывает беззакония. И я еще выгоню Краха с Артскеллига. Так, ради интереса. Почему тебя называют безумным? Вот поэтому. Бывай, Лугас. Велел своему сыну великана кричал, что, дескать, без головы Чего вы от меня хотите? Ты надрался, как свинья. Есть. Я хотел поговорить. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. До свидания. Берегись, по горам разбойники Никакое шастают это по не морю. ограбление нельзя. Да. Повтори, пожалуйста. Вчера он еще черным шеи ломал. И вдруг что? Оставь меня в Норд, покое. где вы это Это не услышали? для моего ума. Надо тебе подольше на Здравствуй, островах пожить. Пойдем со мной, молись со мной. А тебе что сюда принесло? Слушаю тебя, странник. Приключений ищешь? Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? У моей маленькой Норбан завтра день рождения. Не знаю, что ей подарить. Может, топор красивый? Топор? И лучшее оружие ни к чему. А что? Если слабая рука его... Правда? Ты пришел издалека. Чего надо? Ближе не подходи. Опалишься. Что у тебя есть на продажу? Я бы не отказался от партии в Гвинт.
Замести бы надо. Метла-то у тебя есть? Ведьмак, да? Так что ты смотри. Привет тебе, незнакомец. От соленого воздуха всегда пить хочется, да? Дай взглянуть, что там у тебя. А еще больше хочется сыграть в карты, лучше всего в гвинт. Могучий воин должно быть. Ай! Поел бы свеженького. Друг Ярл,
избавитель народа. Молодец, бьет Да черт. пошел ты. Корыто за корытом, и тогда самой сраной смерти. Но! Ты не из Нильфгаарда, правда? Знаю я таких, как ты. Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Молится? Из того, что мне о нем говорили, мне не показалось, что он такой набожный. Все, кто с ним знаком, это знают. Еще один лазутчик. Вы знаете, что делать. Делай. Руки прочь! Я сам его убью! Поспей его, сукина сына! Это демон какой-то! Я с удовольствием посмотрю, как ты сдохнешь. Смерть за смерть! Хватит болтать! К бою! Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Значит, я вернусь позже. Дело не дел.
Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Не поможет! Рви его! А, сука! Ты труп! Ну сдохнешь ты, наконец! Не стой! А ну, снимай все, что есть! Черт! Плечом к плечу! Не стой! Раз мать родила, раз и подыхать! На штурм!
За топор Кентая! Вперед! Ну, сколько мне еще ждать? На штурм! Смелей! Жалкое зрелище. Ну давай! Кровь! Кровь! Смерть за смерть! Быстрей! Я с удовольствием посмотрю, как ты... Еще можно сдаться. Я отомщу за тебя! Глядите! Магия! За призраков Морфега!
Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Те, кто жил добродетельно, от огня Что зажигаются. с Фольтестом? Те же, кто жил во грехе. А Евстахий и жить где? не хочется. Он ведь всегда Ну и трупы заварил водил. ты как. Возил, правда. Теперь мы с ним меняемся. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Ну да. И помни, в обрезки никогда не ходи один, только с напарником. Что, Седой, приключения ищешь? Я вот что Нынешней думаю. молодежи в голове Знаете, из-за сплошной... кого? Вот. Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в Золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я о вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой ты школы? Из школы кота. Нас мало осталось. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими.
Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь с чистого листа. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Может, ты изменился, может, нет. Для меня и для Ламберта это не имеет значения. Ты убил Айдена. И мне один хрен, что у тебя сейчас новая жизнь. Я не верю во второй шанс. Как хочешь, Ламберт. Это твое дело и твоя месть. Я долго ждал этой минуты. Я умирать не собираюсь. Спасибо за помощь, Геральт. Пожалуйста. Хочешь еще поговорить об этом? Не хочу. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство. Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят в голову другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Ты когда-нибудь играл в Гвинт? А то. Я даже Весемира пробовал научить, но у него не пошло. А что, предлагаешь сыграть? А то. И когда игра закончится, ты будешь плакать, как ребенок.
Ладно, ты победил. Жаль отдавать тебе лучшую карту, но лучше тебе, чем кому-то еще. Идите своей дорогой. А он? Эй, вы двое, убирайтесь. Но, господин охотник, мы же никому не мешаем. Никому не надоедаем. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить.